В одном из крупнейших озер Африки вода и скалы создали проявление эволюционного процесса для всплеска видообразования, родивший под водой яркий калейдоскоп красок. У этого озера находят воду и пищу величественные и необычные существа. Жизнь полна неожиданностей под бесконечной гладью пресноводного озера Танганьика. В водах одного из величайших озер мира идет грандиозная борьба двух самцов. Победитель отвоюет себе территорию. Эта битва важна для обоих участников. Самый сильный повысит шансы для привлечения самки. Но если посмотреть шире, окажется, что этот поединок незначительная стычка. Одно из множества происшествий, происходящих на фоне более серьезных событий. Эти рыбы обитают в озере Танганьика длиною 676 километров и шириной в среднем 50 километров, расположенным на востоке Африки. 10 миллионов лет назад африканский континент начал разламываться, в результате чего образовалась цепь гор и глубоких долин протяженностью около 6000 километров. Великая рифтовая долина. За прошедшие эпохи в долинах скопилась вода, сформировав великие африканские озера. Одно из них глубокое и длинное, отличающее великим биоразнообразием от поверхности до темных глубин. Здесь начинается удивительная история ускалистого дна озера. История цихлиды, которая является эндемиком этого озера. Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Любитель Трофеусов. Сегодня мы отправимся в захватывающее путешествие в мир таинственных обитателей озера Танганьика. Вас ждет погружение в исследование уникального вида цихлид Неолампрологус бушере-камаконде. Эта цихлида является эндемиком озера, и стоит обратить внимание на их содержание и поведение к аквариумисту. Давайте начнем наше увлекательное приключение и узнаем, что делает этот вид таким уникальным и захватывающим. Вместе с вами погрузимся в воды озера и раскроем все его тайны. Смотрите до конца, и вы точно узнаете что-то новое из мира аквариумистики. Ну что ж, начнем. Протяженное каменистое побережье озера Танганьики – пристанище целого мира великолепных цихлид. Достаточно вспомнить несравненно синих фронтоз, эффектных и шустрых трофеусов, целый ряд только здесь встречающих лампрологусов. Среди всего различия танганьикских видов все равно есть некоторое сходство. Взять трофеусов, ксенотиляпий, циприхромисов, фронтоз, принцессы все так же во многом похожи друг на друга, как по окрасу, так и по форме тела. Рыбка, о которой пойдет сейчас речь, безусловно входит в самую яркую и интересную для аквариумиста цихлиду. Она ни на кого не похожа. Камаконде полностью выпадает из всего этого многообразия. Их темные хвосты с плавниками, обрамленные яркими звездами, завораживают сразу. Эта цихлида локально встречается на побережье в районе Камаконде. Название вида связано с ареалом обитания. Встречаются обычно парами или поодиночке на глубинах от 15 метров, близко к скалистому берегу, покрытому осадочными породами. В определенных местах, например в районе Исанка в Замбии, они также встречаются на глубине 10 метров. Живут очень близко к камням и почти никогда не удаляются от них более чем на 30 сантиметров. Усердно охраняют свою территорию. Самцы вырастают до размера 10 сантиметров, самки немного меньше, примерно до 7 сантиметров. В аквариумных условиях достигают примерно тех же размеров. Половые различия слабо выраженные, за исключением размера и формы гениталии папиллы, которая у самок побольше и имеет округлую форму. Внешний вид самцов шикарен. Окантовка глаз желто-лимонная, грудные плавники оранжево-желтого цвета, тело оранжево-коричневое. Голубые блески на хвостовом, анальном и задней части спинного плавника создают впечатление разбросанных звезд. От хвоста до головы вырисовывается шахматный рисунок. Самки тускнее и меньше самцов. Объем для содержания камаконде на одну сформированную пару достаточно 150 литров.
Аквариум должен иметь много укрытий в виде пещер и расщелин. Добиться подходящего оформления можно, помещая камни разного размера один на другой, расположенным таким образом, чтобы образовалось как можно больше проходов и пещер. Настоятельно рекомендуется размещать камни на заднем плане аквариума как можно выше, имитируя скалы. В качестве грунта на дно подойдет мелкий речной песок. Если мы хотим содержать их вместе с другими цихлидами, то нужен аквариум не менее 300 литров, так как эти цихлиды очень агрессивны как внутри вида, так и по отношению к другим цихлидам. В качестве соседей подойдут оцелатусы, которые занимают песчаное дно, и один из видов циприхромис, который занимает центральную часть аквариума. К растениям рыбы равнодушны. По желанию можно высадить неприхотливые виды растений, такие как анубисы или валиснерия. В особенности содержания хочу подчеркнуть, что вид достаточно агрессивный, особенно к своим сородичам. Не забываем, аквариум должен быть оборудован хорошей фильтрацией и аэрацией. Также устанавливаем обогреватель с терморегулятором. Обязательно еженедельная подмена воды 30% от общего объема аквариума. Оптимальные параметры для содержания: температура 25-27, кислотность 7,5-9,0, жесткость 9-20. Комаконда – цихлида плотоядная. В природе питается в основном личинками насекомых, но иногда и другими мелкими беспозвоночными. В аквариуме хорошо кушают различные живые и замороженные корма, например, креветка, мидии, циклоп, дафния. Хорошо кушают качественный сухой корм. Рекомендуется кормить их 1-2 раза в день в небольших порциях, которые они смогут съесть за несколько минут. Важно следить за тем, чтобы не перекармливать рыбок, чтобы избежать проблем со здоровьем и качеством воды в аквариуме. Поговорим о разведении, где есть одна особенность этого вида. Явное внутривидовое агрессивное поведение может причинить проблемы. Комаконды не плодовитые. В природе никогда не встречаются в группах. Это вид типичный пещерник. Для нереста создает пары. Они довольно разборчивы в выборе партнера. Поэтому лучше начать с большого количества молодых особей, чтобы пара могла сформироваться самостоятельно. Наметившаяся пара занимается поиском гнезда, которое предпочитает устраивать среди камней или рапанов. Самка находится большую часть в укрытии, охраняя икру и молоть. Самец же постоянно патрулирует вокруг гнезда, защищая территорию. Кладка обычно 15 икринок, в лучших случаях до 30. Выклев личинок происходит приблизительно через 2 дня, а плавать свободно мальки начнут через 5-6 дней. С первых дней охотно берут на угли и артемии. Интересная одна особенность этих рыб – широко оттопырить жаберные крышки. Внушительный вид широко оттопыренных жаберных лепестков значительно увеличит в размере в глазах конкурента и нередко заставляет его отступить. Они очень хорошие родители, известны своей родительской заботой и умением защищать свое потомство. Несмотря на то, что это очень популярный вид среди цихлид, его численность в озере относительно мала. Комаконды – это не только красивая рыбка, но и целый мир полных загадок и интересных особенностей. Этот вид заслуживает особого внимания аквариумиста. Спасибо, что присоединились к этому увлекательному путешествию в мир аквариумистики. Если вам понравилось это видео и вы заинтересовались темой подводной жизни, не забудьте подписаться на мой канал «Любитель трофеусов», где вы найдете еще множество захватывающих и познавательных роликов о прекрасном озере Танганьика, о его великолепии и его обитателях. Жмите колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых видео, которые я для вас подготовил. Вместе мы будем исследовать и погружаться в удивительные аспекты живой природы. До следующих встреч на моем канале. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы. С удовольствием отвечу каждому. Всем добра!